Мы продолжали заниматься рыбалкой на этой реке, поднимались вверх, спускались вниз, и часто на берегах встречали следы человеческой жизнедеятельности. Было видно, что раньше на реке жили промысловики. Их заброшенные избушки-землянки давным-давно прогнили, и хозяева больше не посещают эти места. А сооружение на этой стоянке для меня, городского жителя, осталось загадкой. Достаточно большое по площади. Стены из вертикально поставленных бревен. Видно, что раньше они были укрыты ветками. Крыша была изготовлена из жердей, на которые также были уложены ветки, видимо, лапник. Дима, ты с ружьишком далеко не уходи. Оружие на рыбалке здесь было реальной необходимостью. Следы присутствия медведя попадались нам постоянно, причем зачастую довольно свежие. А один момент почти в самом начале заставил меня постоянно ходить с ружьем. Подплыли мы к небольшой заводе на реке, решили обловить это место, растянулись по берегу и кидаем спиннинги. Поворачиваю взгляд в сторону и вижу, как сопровождающий нас парень крадется к лодке и берет карабин. Я, думая, что он заметил оленя, бегу к нему с камерой в надежде снять этот момент. А он мне медведь. Камеру я бросил, схватил ружье, стоим со стволами, направленными в его сторону. А медведь из кустов на нас смотрит, метрах в 15, да еще рычит при этом периодически. Но слава богу, выстрел вверх заставил скрыться его в тайге. А можно мне все-таки соли, друзья? Да не надо, ешь вон. Никакой соли, от нее, знаешь что, давление растет. Да. Я пью необходимые таблетки. А давление... Антон, что ты пробуй и говори. Не, у меня... Хорошо. Ты знаешь? Ух ты, что это? Да вот крупное что-то. Блядь, таймень. Таймень! Таймень. А вот, наконец, и то, ради чего мы сюда ехали. Первый таймень. Пусть не трофейных размеров, но все равно настроение и боевой дух наш поднялись. Виной тому, что в наших уловах не было этой рыбы, как мы считаем, была слишком теплая погода, не характерная для этого времени года. Вода сильно прогрелась, и холоднолюбивая рыба, видимо, поднялась вверх по течению, либо забилась в небольшие ручьи, подпитываемые подземными ключами. Да, это уже
Сейчас посмотрим. Вот пока такой размер. Ну иди к воде, Да, будем отпускать. Все. Закрывайте. Ну-ка, Хорош. подожди. Это крупный. Все, иди. Все. И снова мы в дороге, снова меняем лагерь и реку, но этот путь уже в сторону дома. Температура воздуха упала, несколько дней шли дожди, и уровень рек, который мы преодолевали туда, на обратном пути уже значительно выше. Перед тем, как брать эту реку, некоторое время совещались, каким образом и в каком месте ее преодолеть. Боялись, что придется плыть, но наши опасения не оправдались. Все же глубины еще достаточно, чтобы ее просто переехать. Следующий наш лагерь по местным меркам можно смело назвать пятизвездным отелем. Большая избушка Зимовье. В ней мы все с комфортом разместились, натопили печку, высушили спальники и одежду. Дом был оборудован всем необходимым, включая посуду и некоторую провизию. Одним из самых больших преимуществ этой стоянки была баня, а то мыться в холодной речной воде уже порядком надоело. Мы продолжали рыбачить, и вот, наконец, мне улыбнулась удача. Забросив блесну на слияние двух рек в самое течение, я тут же ощутил удар и начал вываживать. По рывкам я понял, это не щука, таймень.
Иногда нам удавалось разнообразить свой рацион дичью, рябчика в лесу было немало. Приключения продолжаются. Мы в реке. На той стороне 2 перца, вон они. На этой стороне еще перцы. Мотор вот он. Не обошлось и без небольшого ночного путешествия по тайге. На реке сломался мотор, и мы пару километров возвращались пешком. Как обычно все, да? Да. Ничего не меняется. Одинаковые кадры. Вот последний бросок. Идем домой. По пути на каждой остановке витаминное подкрепление. В тайге поспела голубика, и мы использовали этот момент. И даже сейчас, просматривая эти кадры, мне кажется, я ощущаю ее вкус и аромат на языке.